Всем привет! Сегодня я хочу прогуляться по моему району, показать вам, что здесь вообще происходит. Так что присоединяйтесь ко мне. Итак, я живу в самом центре. Здесь очень красиво. У нас, кстати, сейчас первый день зимы. Ну, не знаю, может быть, градусов 18-19 на улице. Я вот иду в толстовке, и мне чуть-чуть так жарковато. У нас рядом с домом есть вот такая кафешка. Здесь постоянно каждый вечер сидят пенсионеры. И вот они постоянно вот здесь вот так вот выставляют. Сейчас, момент, я еще не знаю, как управлять этим штативом. Вот такие столики у них тут всегда. И каждый вечер, а у нас иногда выключают в районе свет. И вот это кафе, оно такое для, ну знаете, для, боже мой, простите меня за штатив, оно для, короче, когда нет света, там все сидят со свечками, и пенсионерчики, и не только. О, люди вообще в футболках. Ну, в принципе, 19 градусов, а может быть и даже не 19. Итак, мне нужно вот это вот посольство Франции. Очень красивое здание, ну нереально красивое. Я всегда хочу около него сфоткаться. Не знаю, как правильно сфоткаться, потому что оно настолько красивое, что оно не помещается в мои объективы. Ну, то есть в объектив айфона, назовем это так. Вот, и я так понимаю, это администрация тех, байки администрации посольства. Вот. Вот оно очень красивое здание. Ну просто вот, подождите, камера, она очень узка для этого. Смотрите, внимание на крышу. И тут вообще таких зданий очень много, очень много. Давайте чуть поближе подойду. Чуть не разбила ни айфон и чуть штатив не усандокала, блин. Ворота. Тут у них внутри там башенки. Тут иногда бывает такой, как это, почетный караул, да, там, когда так все красиво, в костюмчиках они тут. Так ездит велосипедист, надо пропустить, у них это дорожка велосипедная. Вот. Сейчас вам покажу внутренний двор. Вот так он выглядит. Он прям, ну, мувьен, прям очень красиво. Иногда, мне кажется, тут даже экскурсии, потому что иногда заходят люди. Ну, может быть, и не экскурсии, я не в теме. Надо этот вопрос разузнать. Так, что вам рассказать? У нас такой сквер рядом с домом. И что меня поражает здесь, это очень огромные деревья. Таких крон я вот из Краснодара, из южной страны, из южного города страны. И здесь, короче, даже у нас на юге таких крутых деревьев нет. Вот я и жила и на севере, и в центральной части, и на юге России, но таких деревьев я не видела нигде. Нигде, ну я и в Таиланде, ну короче, во многих где жила. Здесь самые крутые деревья, которые я вообще видела на своем веку. Вот. Ну, пальмы-то понятно, пальмы. Вот, я не знаю, вот какие-то кудрявые у них кроны. Это так красиво смотрится. Ну, прям beautiful полнейший. Как говорится, так, у нас здесь сквер. И такой сквер бомжовистых. Так, ладно, вам покажу достопримечательность Аргентины. Вот что это, догадаетесь. Поняли, да? В каждом доме у них тут так обожают собак. Вот, ну, прям у них не собаки, а как коровы в Индии, я бы так сказала. Вот. Видят собачку, сразу начинается: о, собачка, собачка. Я вообще не понимаю. Я считаю, они тут вообще котов недооценивают. Потому что за мои полгода, что я тут прожила, я 2 раза всего видела кота здесь. Вот. И кота, ну, они были лощеные. Видно, что хозяин очень любит кота здесь, коли он его тут завел в Аргентине. Ну, в общем, они ничего не понимают, походу, тут в котах. Так, вот это вот полицейская, вот она, полицейская будка. Такая она поднимается, опускается. Это такая смотрящая вышка. А вот это, вот оно, это здесь какой-то бомжик живет. Вообще у них нормально вот так вот в парке жить. Бомжовисто. Это как бы норм. Так, сейчас я, знаете, не пойду. У нас там сквер, детская площадка. Туда я не пойду.
потому что у меня есть дела. Я не просто вышла тут прошлындаться. У меня есть дела, мы пойдем по моим делам. Итак, идем. Если вы слышите мою одышку, не обращайте внимания, потому что я иду быстро для того, чтобы... Ну, если, кстати, есть что, вы можете на быстро поставить, посмотреть. Так, ну, мне очень... Что мне в глаза, когда я здесь живу, в Аргентине, кидается? Ну, сейчас уже нет, я привыкла, но для меня самое такое крутое, это у них полностью организована логистика. У них прекрасно чувствует себя пешеход, прекрасно чувствует себя водитель и велосипедист. Все у них пространство организовано. Я как человек, который имеет большую коляску для близнецов, я с этой коляской себя чувствую здесь прекрасно. После России, после Турции, после, боже мой, Таиланда, еще чего-то, я просто здесь отдыхаю и кайфую. Ты никогда, вот видите, везде здесь спускающиеся дорожки. Ты никогда не уткнешься, боже мой, ты никогда не уткнешься в... Сейчас они проедут, эти громыхалки. Все, да? В общем, ты никогда не уткнешься в какой-то порог. Ты всегда, очень комфортно и удобно с коляской. Очень широкие тротуары, настолько широкие, что всем хватает места. Всем. Так, мне нужно в Фармасити. Это аптека. Как это аптека? Там и аптека, и все остальное, и сладости, и там же кладут на телефон. Уж самое интересное наблюдение мое, вот ты хочешь, допустим, я там, как у нас, МТС, ты заходишь в офис МТС, можешь деньги положить, купить симку. Тут ты заходишь в офис Клара, у них это называется, ты можешь купить только симку, там тарифы поменять, но никогда ты не положишь деньги. Это очень странно, и кладешь ты деньги в Фармасити. Так, очередь, как всегда, аргентинцы очень любят очереди. Сейчас положим деньги на телефон. Так, все, я деньги положила на телефон. Идем дальше. Вот улочка, тут дальше там Starbucks. Но я сейчас туда не пойду, в следующий раз с вами там погуляю. Мы сейчас, знаете, куда пойдем? Мы сейчас пойдем с вами на улицу. Здесь рядом туристическая улица. Мне, честно говоря, там надо в пару магазинов. Вот. И, ой-ой-ой-ой, я перехожу на красный. Но, кстати говоря, они все здесь переходят на красный. Никого не штрафуют, всем плевать, полицейские стоят. Я была мы, знаете, как это, типичные русские, короче. У нас же штрафуют, и я как бы стою, нас приучили в школе там к этим правилам. Здесь вообще плевать на все это дело. И я, когда разговаривала с аргентинцами, они тоже говорили, типа, да ладно, у вас, типа, не ходят на красный? Говорю, ты что? Неужели? Почему так? А я была удивлена, почему не ходят на красный. Вот. Вот это метро, Субте. Метро здесь, кстати, тоже очень... Короче, вообще, кстати, вот я хотела сказать, что в Аргентине очень классная логистика транспортная. У них здесь есть метро. О, вот, подождите, сейчас продолжим про метро. Вот нереальное вот здесь. Вот это здание, просто замок принцессы какой-то. Вот особенно тут. Там еще будет замок принцессы, я вам покажу. В любом случае, это мега все красиво. Вообще здания в Аргентине, они как будто, знаете, каждый хотел выпендриться зданием. Очень все красиво, очень все так прилично довольно-таки. Вот оно, это здание. Всегда внутрь туда заходят люди. Я думаю, боже мой, что же они туда идут? Что там такого красивого? Вот. Про автобусы. У них здесь есть как метро наземное, как это, автобусное метро. Метробус, вот. У них своя отдельная линия. Все это довольно-таки быстро у них перемещается, передвигается. Я, честно говоря, не очень люблю метро, потому что вот это пока спустишься. Тем более я когда с детками, это не вариант. Короче, я не люблю метро. Я просто, когда приехала, я увидела в метро, как телефоны вырывают. И что-то я думаю, нет, буду на автобусе ездить. Хотя какая разница. Здесь вообще очень... Вот это вот бомжики.
Они здесь везде. Тем более, это, кстати, вот тут сквер я уже вам показывала. Это прикол, короче, был. Я что-то вечером, ночью, ну как часов в 9, решила прогуляться по этому скверу. В музло врубилась, сижу на лавочке. Просто ко мне за 5 минут подошло человека 4 бомжей, просили милостыню. И я поняла, в какой-то момент я просто поняла, что я просто в парке одни бомжи. И на ночевку пришли, а тут я такой лакомый кусок сижу с айфоном, с наушниками. Я думаю, мне надо валить, короче. Вот это здание, оно продолжается красивое, это здание. Вот оно. Тут вообще просто ходить, не переходить, вот это, не пересмотреть, не вовек эту красоту. Вот тут тоже все красиво, но оно, видите, лесами закрыто, но очень крутое здание. Тоже там какие-то замки. Оно на реставрации, я так понимаю. Вот. Остановок как таковых нету, в принципе. Вот просто вот табличка. Все, вот будьте довольны. Вот тут остановка. Тут аккуратно у нас всегда. Может какая-то подземная парковка, из которой все выезжают. Блин, я вот сейчас иду в толстовке и, честно говоря, пожалела, потому что жарко, потому что люди вон с коротким рукавом идут. Вот. Ну вот уже мы сейчас скоро дойдем до этой улочки красивой. И будем с вами прогуливаться. Так, что это за пробка? Выделенная какая-то линия. Почему пробка? Потому что убирают мусор. Ну и прекрасно. Да, кстати, насчет мусора. Это целое у них, ну, как бы насчет мусора очень интересно. У нас под окном 3 мусорки, и у нас, приезжают машины каждый день, и даже 2 раза в день, а то бывает 3. Просто дети бегут смотреть это целое шоу-представление, как они этот мусор убирают, там подъемный кран этой мусорки, там все вываливают. Ну, короче, для детей это супер-мега. Так, витрина, магазины, кожаные сумки. Вот. Дети обожают смотреть, как у нас мусор выкидывают. Вот. Так, еще какое-то красивое здание. Сейчас я обзор сделаю. Вот оно. Вот оно. Не знаю, что это. У них, кстати, вот в этих красивых зданиях может просто там... Ну, сейчас я вам покажу одно красивое здание, в котором просто круассан. А я бы там вообще большой театр разместила. По своему вкусу. Ну, у них вот так вот. Потом идешь такой театр, да, там, а там книжный магазин. Ну, как бы... Ну, у них вот такое. Видимо, у них так много красивых зданий, что они уже не знают, что в них размещать. Но, кстати говоря, театр здесь очень театр, очень. Ну, каждый, по-моему, каждые 2 квартала театр, 2 квартала театр. Вот. Так, вот эта улица, на которой меняют бабки все. Потому что, ну, в общем... Все, наверное, знают, ну, как могу потом рассказать, что... Могу и сейчас рассказать. Что вот пошли опять собачники. У них здесь есть официальный и неофициальный курс. И вот здесь как раз неофициальный курс, который, ну, условно, там официальный курс 300 будет сейчас $, а неофициальный 485. Ну, конечно. О, вот, кстати, лужица от пёсочи. Они очень любят пёсочи. Вот. И там я меняю часто бабки. Вот. У них касса камбио, это типа размен, и подходишь к любому, все нормально, вот тебе там тут же отдают. Ну как, не тут же, тебя заводят вот в такое какое-нибудь стеклянное помещение за ширмочку и дают тебе бабло. Так, у них здесь очень много вот таких маленьких магазинчиков с одеждой. Я, кстати, вот не могу никак к этому привыкнуть. У них нету здесь никаких-то общемировых брендов. У них вообще здесь рынок довольно-таки закрыт для продаж. Максимум, что здесь я видела, это Зару. Ну, конечно, H&M, там, ну, вот этих всех наших, которые ушли из России. Тут, конечно же, такого нету. Вот, к сожалению. И вот ты должна вот в таких маленьких магазинчиках ходить, что-то ковыряться себе, подыскивать. Плюс цены намного выше, чем в России. Ну, может, и в 1,5 раза могут быть выше, понимаете, цены. Просто я не знаю, как это рассчитывается. Совершенно не могу понять. А ткани у них здесь, кстати, дешевые. У них собственное производство тканей тут. Ну, конечно, не все мне нравится в их производстве тканей. Вот. Но ладно.
Я, кстати, привезла с собой машинку швейную оверлок. И очень рада, потому что здесь детская одежда жутко дорогая. И я ее просто здесь шью сама. Потому что я еще та швея. В хорошем смысле этого слова. Ну и, в общем, парнишки горячие штучки. Ну и вот такого тут магазинчики тут. Вот эмпанадос у них эти, no cambio, gracias. Вот такие вот у них пирожки, это у них место для достопримечательности, там и курица, и да с чем угодно, они запихают все, что хотят. Честно говоря, я не вдохновлена этими пирожками, потому что для меня эти пирожки совершенно невкусные. Вот. Нет, no. Си, Руся! Он узнал, что я Руся, потому что на самом деле все думают, что я из Франции. Я не понимаю. Я говорю или что-то делаю. Говорю, о, Франц. Нахрен Франция, я вообще не понимаю. Почему? Вот это супер здание. Сейчас я буду издалека его обзор вам... И вот это сейчас здание вам покажу. Тоже меня всегда удивляло. Вот оно, это здание. Вот, посмотрите. Ой, вверх. Ну вот оно. Просто там башня невесты. Оно нереально красивое. С этими, не знаю, тут с какими-то... полная барокко, в общем. Как вы думаете, что в этом здании? В этом здании продают... Ой, вот они, собачки-близнецы. В этом здании продают круассаны. У них там как кофейня. Это удивительно для меня. Я бы большой театр разместила. Так, вот это здание, оно тоже для меня очень странное. Но в плане оно тоже красивое. И тут у них торговый центр. Я привыкла, что торговый центр это вот что-то типа из быстро собирающихся панелей, а не вот это вот все красивое. Так, что еще? Вот еще красивое здание. Вот туда красивая улица, но мы пойдем вон туда. Вот. Так, смотрите, у них люди, вот видите, рвутся на красный. Им не могут они ждать, не могут, просто не могут. Так, все, пошел. Пошли, в смысле. Топаем. Вот я очень хочу этот бренд купить. Мне так нравится. Но вот думаю, потому что дороговатая сумка выходит. Вот, Жак Смит, да? Они убрали с витрины сумки, которые мне нравились. Но, в общем, тут выходит оно под 200 баксов сумка. Ну, может быть, когда-нибудь. В принципе, не факт, что она мне очень сильно нужна, я еще подумаю. Так, ну вот это на типа нашей Роспечати у них. Всяким... нет, это, ну, типа туристическая такой киоск. Вот. Так, что? Ну, вот это Puma, кстати, вот такие спортивные бренды здесь есть. Там Puma, Adidas, Lacoste. Ну, просто я не особенно прям по спорту. Толстовки я и сама себе пошила. За копейки, потому что ткань здесь дешевая. И почему-то у них здесь вот носки постоянно продают. Я не понимаю, почему. Это носковое какое-то... Носковое лобби, наверное, тут есть. Поэтому они постоянно вот... Я не знаю, ходят, продают носки, раскидывают эти лоточки с носками. Такое ощущение, что носки только с рук продаются, а вот в магазинах не купить. Так, ну что, такая улочка пешеходная. Блин, а зачем я сюда приперлась? Я хотела купить себе сумку, но не ту дорогую, а вот на каждый день. Сейчас еще поищу. Я не хочу яркую, чтобы, знаете, прям в глаза кидалась для вора. Чтобы вор у меня увидел сумку. Вау, я хочу ее украсть. Вот. И еще я хотела... вот туда пойдем дальше. Вот. Молодой человек мне улыбается, потому что они здесь очень-очень открыты. Они настолько открыты, что я вот хожу на учебу, я здесь учусь. И я, честно, охреневаю от их открытости, потому что у них
Блин, они все заходят и целуются, и преподы, и это, и я вот вижу человека в первый раз, а он мне подходит, целует, и я такая: о, мама, пожалуйста, извольте, извольте. Это даже не единично, но у них норм. Вот, кстати, вот видите, историческое здание, тут такое, оно с балкончиком, все, и вот такая вот современная история. Ну, вот эклектики такой здесь много. Вот. Но я живу в таком историческом здании с такими красивыми балкончиками, высокими окнами. Ну, в общем, мне больше нравится такое, конечно. В современном я уже нажилась. Видите, красный и горит, а они все идут, потому что можно. Потому что no проблема, как говорится. А, кстати, да, но проблема, никого нет. Все. Я уже сама тут опылилась от их беспредела. Конечно, Месси дети как Мессия. Вот, у него даже имя похоже на Мессию. Так. Камбио, все будут камбио, доллар. Там камбио доллар, а я камбио доллар. Вот. Так, ну, не знаю, можем еще с вами пройтись. Вот. Буду вам... Ну, потом я вам буду в следующих выпусках рассказывать свое мнение о женщинах, о мужчинах, об их внешности, о том, как они одеваются. Кстати говоря, вот она, Зара. Это единственное окно воздуха, но я вообще в Зару не очень люблю. Ну, вот как будто вот и по мне все шьют, у меня нестандартная фигура, у меня широкие бедра, маленький верх, и все какое-то не мое там в Заре в этой. И вот, кстати, вот у них бренд игрушек, вот этот вот. Ну как, это магазин игрушек. У них всего 2, как я видела, магазина игрушек брендовых. Ну, короче, как у нас детский мир, только у них вот это El Mundo del Juguete. Короче, я еще до конца не научилась читать их, или Х и Г, я не понимаю, где что читается. Да, игрушки, кстати, здесь тоже дорогие. Можно потом прям пройтись по магазину игрушек и прям цены с ценами. Если будет интересно, пишите в комментах. Я могу потом реально вот прям... Что интересно, вот прям пойду туда и ради вас сниму этот обзор с ценами. Да, с игрушками. Мы тут привезли много игрушек, конечно. И я рада, что мы их привезли, потому что... Ой, ну, gracias. Вот, и... У них тоже, кстати, и обувь дорогая. Здесь все дорогое, если мы... Блин, ну, короче, да, мне надо идти в детские, я поняла, магазины, я детские отделы, чтобы вы поняли цены, сравнили с русскими. И поняли, что в России вообще хорошо жить. Я вообще люблю Россию, очень хочу там жить. Но, к сожалению, сейчас пока жизнь диктует свои правила. Не могу там пока жить. Нужно жить здесь. Вот. А дальше посмотрим, куда Господь поведет. Так, что я хотела? Я хотела дойти до того магазина, до которого я хотела дойти. Вот опять красный, все чешут. Ну ладно, пусть чешут, бессмертные. А, у них, кстати, если вы заметили, не зеленый цвет пешеходный, а вот белый горит человечек. И этому есть свое объяснение. Может быть, кто-то догадается, но я не буду вас ждать, я вам расскажу сама, какое этому есть объяснение. Объяснение этому простое. Просто-напросто. Люди, которые за рулем, не зеленый там, типа... когда ты там, ну все, ехать, это зеленый цвет, ну как у нас. А вот пешеходы белые, чтобы люди, которые, сейчас скажу, водят, они, чтобы, как, ну, короче, чтобы была разница для тех людей, которые, о, кстати, вот Макдональдс здесь есть. Да, у них здесь очень классный салат. У нас в России такого нет. Просто вот салат и куриная грудка. Вот это кайф. Ты вроде в Макдональдс пришла и хорошо поела. В плане полезно. Вот, да, это, кстати, насчет светофора, это прям для того, чтобы человек, который там условно сегодня стал пешеходом, чтобы он, или наоборот, который сел, ну, короче, чтобы они не путали, не шли не на свой цвет. Они могут перепутать зеленый и типа поехать. А, все, я поняла смысл, аллилуйя, я догадалась. Не, я знала, просто не знала, как это писала оформить. Короче, ты когда за рулем, и ты видишь зеленый цвет, ты сразу едешь. А и когда ты за рулем увидишь зеленый цвет на пешеходке, ты тоже можешь типа поехать. Поэтому они типа
делают так, чтобы ты не ехал, а стоял. Ну, ты увидел белый, у тебя нет рефлекса ехать. Все, аллилуйя. Я это слова оформила. Так, вот тут опять это сумки. Мне тоже нужна сумка, чтобы вот штатив носить. Это у меня такая маленькая сумка, кстати. Я ее купила вот здесь, в местном магазине, кожаная такая. Да, мне она нравится, но штатив туда уже как бы со скрипом заходит. Мне еще надо класть ноты по учебе туда. Ну, в общем, такая сумка. Насильная сумка. Вот он, Adidas. Ну что, ребятушки, я пришла в магазин, который я хотела. Как у нас 1000 мелочей. No, gracias. И у них тут... Вот, ну, короче, такой магазин, в котором продается вся вот эта вот китайская балабень. А мне нужен контейнер для еды, кстати говоря. Можно попробовать проконтейнериться. Пардон. Вот у них всякие такие штучки. Кстати, цены, чтобы вы понимали, можно сразу делить на 6, чтобы вам было проще. Ну, вдруг, если кому-то захочется узнать, сколько стоит вот это что. Вот это что стоит? Вот 10 тысяч делим на 6. Если вы понимаете, что это, чтобы вы понимали, сколько оно стоит. Так, нужен контейнер и... Ну, тут косметика, вот такое все. Косметоз. Все это, конечно, какой-то жуткий Китай. Вот эти все блески. Ну, эти блески отвратные. Я пользовалась как-то... Ну, мне не нравится, как он на губах сидит, короче. Это, конечно, все подделки. Вот. Но сиреневый карандашик я могу купить, потому что я очень люблю сиреневый цвет. Пурпурный. Так, ну что, можем еще пройтись, если вам интересно, или выключать. Сейчас я еще поговорю с собой. Я чуть-чуть... О, такое зеркало я хочу краситься в такое зеркало. Сколько оно стоит? Ребята, ну это дешево, кстати. Вот 2200 делим на 6. Ну, короче, типа... 1000... Так, стоп. Остановись, Рита. Сколько? Недорого не стоит. Недорого. Просто я-то подобное зеркало вот видела и за 12 у них. Ну, короче, не угадаешь. Вот в такой китайском магазине надо брать. Блин, как жарко, капец. Нужно было одеваться. Было нормально. Вот такое мне нравится зеркальце. В пластике. О, 1800. Ну, все, вот это крутое зеркало. Вот, все, его и возьмем. Только, наверное, в беже. Так, все, беру зеркало. Вот такие штучки мне надо, нет? Может быть, надо, может быть, нет. Так, ну что, пройдемся дальше. Ну, всякая мелочь. Все, конечно, понимают. Даже, кстати, носки продают не только с рук. Вот, кстати, тут кружечки, стаканчики. Вот мне очень хочется купить какой-нибудь для деток. Для деток что-то хочется вот такое купить. Но мне и для себя прикольно. Взял, повесил или на прогулку. Вот они внизу стоят. Ну, в общем, сейчас буду искать. Так, ну что, вроде в пластиковый отдел пришла, мне нужен контейнер. Хочу правильно питаться, брать с собой еду. Так, кстати, и контейнер я нашла. Вот этот крутой прям вообще. Вау. Не пойму, сколько он стоит. Но сейчас я его отложу. Ну, крутой же. Конечно, крутой. Нужна сумка теперь под этот контейнер. Так, вот
вот еще для деточек контейнерочки, да. Вот еще тут есть. Вау, вот этот вообще тоже классный. Он не такой высокий. Вот этот высокий, а вот этот не высокий. А вот это вообще маленький. Вот огромный прям. Вот, типа того. Бомбита берешь, достаешь. Вот он, бомбита. Что он стоит? Непонятно. Кванта Крыса. Ну, прайс. Не вижу прайса. Ну, ладно, я вижу хороший контейнер, который я беру. Вау. Это типа блендер. Боже мой, что китайцы только не придумают. Ну ладно. Окей. Так, сегодня беру контейнер, взяла. Может, мне еще чуть-чуть надо. Вот вообще, когда заходишь в такие магазины, ты сразу понимаешь, что тебе и то надо, и вот это тебе надо. Но я вот это не люблю, вот этот рефлекс. Потом у тебя полдома завалено какой-то хренью, и ты в итоге забываешь ее применять, когда даже она тебе нужна. Ты забываешь, что она у тебя есть. Часики, шнуры. Вот шнуры — это дело святое, да? Мне, кстати, нужны шнуры, но я не взяла с собой образец. Так, штатив садится, да? Ну да, нужно было перед всем этим делом за зарядку ж поставить. Я же этот хреноблогер, как это назвать. Для ногтей тут гели-лаки всякие. Вот они тут. На 6 делим сразу по ценам. На сегодняшний день уже по курсу на 6. Масло для петиклы. Кстати говоря, вот может кто-то ногтями занимается, вот поймите, сколько эти лампочки будут стоить. Ну, в районе вот это 5, да, там, ну, сколько она там будет стоить. Около 3000. Ну, 200 чем, вот это вот 2000. Ну, вот примерно вот оно вот в этом диапазоне. ¿No habla español? No habla español. Sí, ay. Do you speak English? No. No voy. Eso no. No take? No take photo. Окей, no problem. Они запретили мне снимать свой китайский хламину Минаду свою. Ну, в общем, я не парюсь. Я уже все купила, в принципе, я сняла. И сегодня, надеюсь, вам понравится этот выпуск. Пишите вообще, что вам интересно. Здесь дофига мест, в которые надо сходить. И можно вам все это показать с ценами. И если они мне, конечно, опять не разрешат. Но, что мы боялись сложностей. В России у нас люди приспосабливаются к любым условиям и делают свои дела. В общем, пишите. Я уже пошла гулять дальше, потому что, честно говоря, я стремаюсь ходить с телефоном, я боюсь, что меня его выхватят, поэтому я снимаю с одного, а в сумочке лежит хороший телефон, поэтому я резервный телефон, и я на него снимаю, я переживаю. Короче, подписывайтесь, там, знаете, что делать, колокольчики, лайки, все, давай, пока.